Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан волнуется, когда слышит разговор Барана с Фератом. Баран говорит: не волнуйтесь, мужчина будет говорить до дела, мы избавимся от Джавахира до дела. Хасана ловит господин Кудрет при попытке ввести наркотик, чтобы отравить мужчину. Господин Кудрет выгоняет его оттуда. Хасан тайно прячет шприц в карман и уходит. Тревожное настроение Дилана снова прошло. Пока Баран пытается его успокоить, господин Кудрет звонит Барану и сообщает, что мужчина проснулся. Как только он объясняет это Дилану, он уходит и отправляется в больницу. Ясмин говорит о том, как сильно ее ценят мать и отец. Ясмин очень взволнована и делится этим с Цеврией и ее матерью. В этот момент снаружи приходит его отец в ярости. Мистер Кинан настолько зол, что не может успокоиться, кто бы что ни говорил. Хотя Гуль любит Мирана, она плачет и объясняет, что очень устала от него и что новая проблема возникает прежде, чем она закончится. В то время как Дилан приходит и говорит: «Вы слышали новые новости, этот человек пришел в себя», он понимает, что Гуль его не слушает. Гуль в слезах говорит Дилану, что мы не сможем иметь ребенка и что Ферат не сможет стать отцом, как только будут получены результаты анализов. Дилан потрясена тем, что она слышит. Гуль думает о том, стоит ли ей беспокоиться о том, что она не сможет стать матерью, или Ферат очень расстроится, когда услышит это. Дилан, несмотря ни на что, ты должна сказать ему, ты должна быть сильной, ты должна поделиться этим со своим мужем, может быть, он поддержит тебя, потому что есть лекарство. Гуль говорит Дилану: ты прав, я поговорю с Фератом, и они обнимают Дилана. Харун тоже очень зол, как и мистер Кинан. Когда Джевдет приходит в магазин, Харун рассказывает ему, что произошло. Затем он посылает Харуна сказать: мы попросим для нее девушку на ужин, не волнуйся, иди и приготовься к ужину. Когда Акиф приходит в больницу, чтобы допросить мужчину, и спрашивает, кто убил Шаира, мужчина отвечает: Джавахир Шейханле. Акиф ставит свою подпись на протоколе допроса, желает ему скорейшего выздоровления и уходит. Поговорив с Бараном Акифом о том, что все кончено, Акиф уходит. Пока Дилан корчится от беспокойства по поводу выхода Джавахира из тюрьмы, приходит Баран. Они забирают Дилана и выходят из комнаты Мирана, прося Барана выйти и поговорить на улице. Когда Баран говорит, что наш человек дал показания и очевидно, что Джавахир его убил, Дилан выражает опасения, что если заявление не будет сделано вовремя, он обратится в суд или что-то пойдет не так. Затем Баран обнимает Дилана, приводит его в комнату и говорит: давай, собирайся, мы уходим. Хотя Дилан возражает, что это невозможно, Баран не принимает этого и выходит из комнаты, говоря: приготовьтесь. Пока Ясмин готовится к вечеру с Цеврией, она очень волнуется и сбивается с толку. Когда Харун звонит Ясмин и говорит, что ее мать не может прийти, потому что она нездорова, Ясмин расстраивается, потому что ей интересно, что будет со вступительным ужином сегодня вечером. После того, как Харун говорит: не волнуйтесь, все в порядке, они вешают трубку. Когда Цеврия спрашивает, что случилось, он говорит ей, что они говорили о том, что ее мать не придет. Он пытается поднять настроение Цеврии, говоря: не волнуйся, давай продолжим. Пока Гуль наблюдала за Мираном, Ферат подошел к ней и сказал: представь, что у нас тоже есть что-то подобное, и Гуль хочет рассказать Ферату. Ферат прерывает его и говорит: я знаю, что ты напуган, но мы будем отличными родителями. В этот момент приходит Дилан, и его слова прерываются. Когда она видит сумку в руке Дилана, Гуль спрашивает, что случилось, и Дилан говорит: я не знаю, Баран сказал, что нас не будет в особняке 2 дня, готовься. Когда Ферат и Гуль уходят, Ферат говорит: давайте возьмем отпуск, который мы откладывали. Пока Баран говорит господину Кудрету, что хочет забрать Дилана отсюда на несколько дней, Дилан приходит с Мираном. Господин Кудрет отсылает их и машет им вслед. Джавахир очень злится, когда узнает о развитии событий от своего адвоката. Мистер Кинан пробует фаршированную Ясмин и хвалит ее. Господин Кинан нервничает по поводу встречи с Харуном, но вмешивается его мать и пытается успокоить его и успокоить.
Харон берет свою одежду и возвращается в магазин. Он говорит Джевдету, что очень взволнован. Джевдет говорит, что я выхожу, одеваюсь, готовлюсь, закрываю магазин и прихожу. Когда Харон просит дать совет о том, что за человек мистер Кинан, Джевдету не нравится такая неискренность, и он говорит: просто будь самим собой, нет необходимости в тактике или чем-то подобном. Дилан будет очень рада, когда увидит место, которое привел ее баран. Господин Кудрет говорит, что он оставил телефон Хасана кому-то для поиска и что он разговаривал по одному номеру, и сообщений не было. Мужчина говорит, что мне нужно несколько дней для сообщений. Когда Ферат спрашивает, что случилось, он рассказывает ему, и когда они звонят по номеру звонившего, они обнаруживают, что он не используется. Когда Ферат спрашивает, какие неприятности он нам снова причинит, господин Кудрет отвечает: «Нет, на этот раз я этого не допущу». Пока Дилан и Берен говорят о том, как все здесь началось, Дилан говорит: «Сынок, посмотри, в этом клубе твой отец сделал мне предложение». Когда Берен говорит: «Расскажи мне о прошлом, если хочешь», Дилан говорит: «Нет, те дни были очень плохими, все было полно неуверенности и боли». Баран говорят, что наша любовь может преодолеть все это сделало нас сильнее. Он говорит: «Я рад, что мы не разочаровались друг в друге, я рад, что у нас родился такой милый сын». Когда Дилан говорит, что здесь немного холодно, а Мирану будет холодно, Берен говорит: «Не преувеличивайте». Когда Дилан возражает против этого возражения, Берен без дальнейших церемоний говорит: «Хорошо, я знаю, что ты не можешь обсуждать это с матерью», и говорит: «Я пойду рубить дрова». Пока Гуль просматривает результаты анализов, она прячет их, когда Ферат входит в комнату. Ферат задается вопросом, почему не пришли эти результаты, и понимает, что с Гулем что-то не так. Когда он хватает ее за руку и говорит: «С тобой что-то не так, ты что-то от меня скрываешь», она выходит из комнаты со словами: «Ой, я собиралась присмотреть за Гиземом, я забыла, поговорим позже». Пока Берен рубит дрова, Дилан наблюдает за ним из двери. Когда дядя Кинан спрашивает, не рано ли Ясмин выходить замуж, Джевдет говорит: «Ладно, дядя учится и работает, чего ему еще желать». В тот момент, когда Ясмин собралась и вышла, все отреагировали словами: «Ты выглядишь так красиво». Дядя тут же начинает жаловаться, где сейчас этот Харон. Когда я спрашиваю его, Джевдет говорит: «Есть еще дядя, в магазин пришли последние покупатели, он позаботится об этом и скоро вернется». Пока баран рубил дрова, он вспоминает моменты, когда столкнулся с Джавахиром, и злится. Потом он звонит господину Кудрету и спрашивает, как дела. Господин Кудрет говорит: «Не волнуйтесь, я позвоню вам, когда появятся новости». Дилан пришел после приготовления кофе и понял, что они разговаривают с господином Кудретом. Когда Кудрет спрашивает, что он говорит, отец барана отвечает, что суд все еще продолжается. Затем он просит Дилана приготовить на ужин макароны. Харон приходит с цветами и сладостями и передает их Ясмин. Харон очень обеспокоен: «А что, если я им не понравлюсь?» Ясмин говорит: «Не волнуйтесь, они понравятся, давайте не будем заставлять их ждать». Пока Дилан готовит макароны, Берен нарезает ингредиенты для салата. Оба они вмешиваются в дела друг друга и несут чушь. Господин Кудрет звонит барану и сообщает, что дело закрыто и Джавахир наказан. Когда Берен говорит Дилану, что больше не может выходить из дома, Дилан крепко обнимает его и благодарит. Пока Ясмин представляет Харуна своей семье, лицо Кинан-бея становится кислым, когда он видит перед собой Харуна. Харун тоже очень удивлен и бормочет: «А нет, теперь мы облажались». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.